Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Уважаемый Владимир Александрович, уважаемые товарищи, сегодня в рамках расширенной коллегии МВД подведем итоги деятельности ведомства за 2025 год. Обсудим, как повысить эффективность работы органов внутренних дел по таким ключевым чувствительным направлениям, как борьба с преступностью, обеспечение общественного порядка, безопасность на дорогах, пресечение незаконной миграции и ряд других сфер. В целом, объективные данные подтверждают, что в прошлом году вам удалось добиться положительных результатов. Так, сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах Российской Федерации. Снизилось количество рецидивных преступлений. На должном уровне был обеспечен общественный порядок при праздновании 80-летия Великой Победы, проведение Международного арктического форума «Арктика. Территория диалога», Международного экономического форума «Россия. Исламский мир» и других масштабных мероприятий. Я знаю, какая это большая работа. И хочу поблагодарить всех, кто ее организовал и провел на таком высоком уровне. Среди приоритетных задач, стоящих в текущем году перед МВД, хотел бы выделить следующее. Прежде всего, надо улучшать работу по раскрытию преступлений. Само собой разумеется. В первую очередь, тяжких и особо тяжких посягательств против личности и преступлений против собственности граждан. Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования. Практика показывает, что молодых людей нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность, вербуют в криминальную среду. Почти половина, 45%, подростков совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия. И надо оперативно выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях. На защиту детей от вовлечения, в частности, в диверсионную, террористическую деятельность направлены прошлогодние изменения в Уголовный кодекс. Подстрекатели и организаторы подобных преступлений, толкающие подростков на совершение преступлений, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения. Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах. МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений. И, конечно, подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, в занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого. Конечно, это общенациональная задача. Разумеется, над этим работать должны все органы власти, и муниципальные, и региональные, и федеральные, но и роль Министерства внутренних дел здесь высока. Комплексная, системная, современная, можно сказать, умная и гибкая работа необходима и в борьбе с экстремизмом. За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло. Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе. В сентябре текущего года состоятся выборы в Государственную Думу и региональные избирательные кампании. Депутатов федерального уровня будут впервые выбирать на наших исторических территориях в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. И крайне важно создать все условия при этом для свободного и безопасного волеизъявления граждан. Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы.
наших граждан старшего возраста, пенсионеров. И это, безусловно, в том числе результат системных мер информационно-предупредительного характера, которые реализуются органами внутренних дел, другими нашими специальными службами и правоохранительными органами. Добавлю, что важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость. Это очень чувствительный, острый вопрос. Повышенные требования предъявляются сегодня и к ГИБДД. В 2025 году удалось, хоть и незначительно, но улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, с детским дорожно-транспортным травматизмом. И здесь хочу отметить большую совместную работу сотрудников ГИБДД, региональных и муниципальных властей, представителей автодорожного и транспортного хозяйства, строительного комплекса. Надо и дальше активно действовать в этом направлении. Ключевой ориентир здесь – положение стратегии повышения безопасности дорожного движения и до 2030 с перспективой до 2036 года, утвержденной в ноябре прошлого года. Уважаемые товарищи, актуальная задача МВД – противодействие экономической преступности. Опыта и наработок в этой сфере у вас достаточно. Работа ведется интенсивно. Надо последовательно выявлять и вскрывать подобные преступления, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, в других отраслях, имеющих стратегическое значение для безопасности и суверенитета России. Особое внимание уделять нацпроектам и программам, которые направлены на улучшение жизни наших граждан. Выделяемые на эти цели средства должны быть защищены от хищения, нецелевого использования и тем более вывода за рубеж. К сожалению, это до сих пор продолжается. Следует также обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка. Вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов работать над обелением экономики в целом. Это одна из важнейших задач, которая стоит сегодня перед правительством. И я очень прошу вас принять в ней самое активное участие. При этом действовать нужно так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса. Напротив, важно повышать конкурентоспособность национальной юрисдикции и деловой среды. Что касается национальной юрисдикции, то нужно повышать и качество, и престиж национальной юрисдикции. И, разумеется, как и прежде, следует жестко реагировать на коррупционные проявления в любых видах и формах. На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией. Серьезным подспорьем в этой работе призвано стать создание в системе МВД миграционной службы. Конечно, мы прекрасно понимаем, что работа велась и до этого, но все-таки в последнее время и сам статус этой службы и принимаемые здесь решения должны дать, на мой взгляд, уже в целом дают определенные результаты. Так же, как и принятая осенью прошлого года концепция государственной миграционной политики. Более наступательной должна быть борьба с наркобизнесом. Отмечу, что с 1 марта этого года установлена уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств. Те, кто спекулирует, паразитирует на этой теме, кто ставит под удар жизнь, здоровье наших молодых поколений, должны понимать, что теперь они столкнутся с гораздо более серьезными последствиями для себя. И МВД вместе с другими профильными органами нужно нарабатывать соответствующую правоприменительную практику. Уважаемые коллеги, задачи, о которых сегодня и только что говорил, конечно же, требуют полной отдачи от всех сотрудников. Они связаны с серьезной каждодневной нагрузкой, порой с риском. Вместе с тем, и мы это знаем, серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава. Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников. Все прекрасно это понимают. Могу сказать, что целый ряд решений на этот счет принят, и они будут гарантированно исполнены, начиная уже с текущего года. Понятно, не хочу здесь вдаваться, каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю. Прежде всего, об уровне заработной платы. Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является и привлечение на службу ветеранов специальной военной операции с их боевым опытом, психологической и физической закалкой. Они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.
И в завершение хочу поблагодарить личный состав Министерства за добросовестное отношение к своим обязанностям. И особенно тех сотрудников, которые мужественно выполняют задачи в рамках проведения специальной военной операции. Во взаимодействии с другими силовыми структурами, органами государственной власти и местного самоуправления участвуют в обеспечении общественного порядка и правовых режимов на Донбассе, в Новороссии, в приграничье. В сложных условиях, с риском для жизни защищают безопасность и права их жителей. Своим бесстрашием, компетентностью, принципиальностью укрепляют веру людей в силу государства и закона. Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов. Спасибо вам большое за работу. Товарищ Верховный Главнокомандующий, товарищи генералы и офицеры, уважаемые коллеги, в прошедшем году, несмотря на объективные сложности, Министерством обеспечен контроль за состоянием оперативной обстановки в стране. Совместная работа всех правоохранительных органов позволила закрепить ряд позитивных тенденций. Продолжилось снижение как общего количества криминальных деяний, так и отдельных составов с высокой степенью общественной опасности. Почти на 12% меньше совершено убийств, на 15% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж на 9%, мошенничество на 8%, разбоев на 11%, грабежей более чем на 18%. В целом, за последние 10 лет число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности практически вдвое. Мы почему ежегодно в отчете приводим данные в сравнении с предшествующими периодами. Недавно сравнили результаты деятельности столичного главка за 2025 год с результатами 1980 года, когда состоялись Московские летние Олимпийские игры. Территория Москвы была меньше в 3 раза, а численность постоянно проживающего населения в 1,5 раза. При этом количество личного состава на сегодняшний день сократилось по сути наполовину, до 64 тысяч человек, а с учетом имеющегося некомплекта гораздо больше. Многие помнят те времена. Целый год столицу очищали от так называемого асоциального элемента, выдворяли за 101 километр. И результат. Тогда в Москве было совершено 217 убийств в год, а в 2025, в прошлом году, 158. В минувшем отчетном периоде активно совершенствовалась правовая база. В 2025 году ведомством осуществлялось сопровождение 200 законов, а также 37 актов президента и 136 правительств Российской Федерации. В ближайшей перспективе основные направления нормотворчества будут сосредоточены на ужесточении контроля за миграционной сферой, противодействии IT-преступности, оптимизации административного и уголовного законодательства. Продолжалось развитие международного сотрудничества. Наши представители приняли участие в 450 мероприятиях по данной линии, включая площадки ООН, ШОС, БРИКС и иных организаций. Так, в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, на котором обсуждены проблемы противодействия киберпреступности, незаконной миграции, безопасности дорожного движения и другие. Регулярно проводились двухсторонние совместные коллегии с партнерами из ряда стран Содружества. Всего в минувшем году было подписано 26 международных актов, в том числе 4 межгосударственных и 3 межправительственных договора. Принимались меры по повышению эффективности работы подразделений полиции в новых субъектах Российской Федерации. Особое внимание уделялось их комплектованию. В рамках дальнейшей оптимизации этого процесса до 1 января 2028 года продлен срок упрощенного порядка приема граждан на службу в органы внутренних дел Донбасса и Новороссии.
Совершенствовалось штатное построение. Для обеспечения прав граждан в освобожденных населенных пунктах на период создания постоянных подразделений оперативно развертывались временные отделы полиции. Развивалась структура сетей связи и телекоммуникаций. В прошлом году к ним подключено 18 объектов, а их общее число доведено до 270. Коллегам в новых субъектах постоянно оказывалась помощь в раскрытии преступлений. Повысилось качество работы, возросло количество установленных лиц, причастных к совершению краж, мошенничества, незаконному обороту оружия и наркотиков, иным криминальным посягательствам. В 2025 году Министерством реализован комплекс по охране общественного порядка. Значительные силы выделялись в период подготовки и проведения единого дня голосования. В результате тесного сотрудничества с заинтересованными федеральными органами и Центральной избирательной комиссией нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не допущено. Активную помощь в поддержании правопорядка оказывали граждане и общественные организации правоохранительной направленности. В этих целях задействовалось более 1 700 000 человек. При их участии задержано свыше 2000 лиц за совершение преступлений, пресечено порядка 150 000 правонарушений. Удалось закрепить позитивную динамику снижения криминальных проявлений на улицах и в других общественных местах. За 10 лет массив таких деяний в среднем сократился в 2 раза. Сохранилась наступательность по линии борьбы с экстремизмом. Продолжился рост выявленных нашими сотрудниками противоправных посягательств данного вида. Отдельное внимание уделено Северокавказскому федеральному округу, где по-прежнему отмечается значительная активность радикальных сил. Число задокументированных экстремистских проявлений на территории этого региона возросло почти на 1/3. В целом по стране более чем в 3 раза увеличилось количество установленных фактов финансирования экстремизма. По материалам министерства признана нежелательной деятельность 86 структур. Пресечено свыше 100 конфликтов, имевших потенциал развития на межэтнической основе. Осуществлялись поиск и блокировка интернет-ресурсов, содержащих информацию экстремистского характера. Приняты меры по ограничению доступа к 7000 ссылок на публикации с недостоверными сведениями о нашей армии, призывом к протесту. Усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В прошедшем году на 85% возросло число привлеченных к ответственности иностранцев за уклонение от выезда. Это 285 000 человек. Более чем на четверть увеличилось количество покинувших Россию лиц, которым аннулированы разрешительные документы и сокращен срок пребывания. На 15% депортированных. На 28% повысилась выявляемость органами внутренних дел фактов организации незаконной миграции. В связи с расторжением брака или признанием его недействительным в 5 раз увеличилось число аннулированных разрешений на временное проживание и в 18 раз видов на жительство. С февраля прошлого года ведется реестр контролируемых лиц. При этом выходцам из-за рубежа, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, было дано право до сентября урегулировать свой правовой статус. Это сделали более 185 000 незаконных мигрантов. В отношении тех, кто не захотел выйти из тени, применялся весь комплекс мер, предусмотренных режимом высылки. В целях усиления контроля за пребыванием иностранцев с июня 2025 года в тестовом порядке запущен механизм подачи ими электронных уведомлений перед поездкой в Россию. К настоящему времени обработано 125 000 таких документов, выявлено более 5 000 лиц, имеющих ограничения на посещение нашей страны. В 4 аэропортах столичного региона и 1 автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области продолжается апробация новых правил и условий прибытия мигрантов. С момента начала цифрового контроля на границе установлено 50 000 лиц, внесенных в контрольный список, и почти 1500 объявленных в федеральный розыск.
С декабря принято решение о расширении пилотной зоны данного эксперимента еще на 5 воздушных и 6 автомобильных объектов. Кроме того, Министерство приступило к созданию пунктов миграционного контроля. Образованной в соответствии с вашим, Владимир Владимирович, решением службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан принимается комплекс иных мер для наведения порядка в этой чувствительной сфере. В данных целях указанное подразделение наделено дополнительными функциями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и производству дознания. Вместе с тем хочу обратиться ко всем, кто пытается создать себе личный пиар на миграционной теме. Работа по ужесточению контроля за пребыванием иностранных граждан в стране не может подменять собой работу по улучшению демографической ситуации в Российской Федерации. Системно подходили к повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений, обеспечению неотвратимости наказания. Органами внутренних дел предварительно расследовано более 640 тысяч деяний, 180 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие. Установлены лица, причастные к ряду резонансных криминальных посягательств, совершенных несколько десятков лет назад. Среди них убийства, грабежи и разбои в составе банд в Московском регионе, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах. Совершенствовалась организация процессуальной деятельности. По итогам 2025 года на 23% сократилось количество дел, возвращенных для дополнительного следствия. Доля возмещенного ущерба по делам, находившимся в производстве следователей, составила почти 40%, а дознавателей более 57%. И вместе с тем размер имущественного ущерба от противоправных посягательств остается значительным. Его основная часть приходится на деяния, совершенные с помощью информационно-коммуникационных технологий. Здесь последовательно вырабатывались меры правового, организационного и практического характера. При участии министерства принят федеральный закон о создании государственной информационной системы противодействия IT-преступности. В минувшем году из теневого оборота выведено более 1800 сим-банков и свыше 3 миллионов сим-карт различных операторов. Совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам заблокировано порядка 1500 иностранных IP-адресов. Через них происходило управление вредоносными программами, с помощью которых злоумышленники пытались похитить денежные средства наших граждан. Пресекались факты сдачи недобросовестными лицами во временную аренду своих учетных записей для последующего применения в противоправных целях. С операторами связи осуществлена блокировка более 165 тысяч привязанных к ним абонентных номеров. Ликвидирован ряд крупных ресурсов и сервисов по продаже персональных данных. В целом возросло число предварительно расследованных тяжких и особо тяжких IT-деяний, а также совершенных в составе организованных групп или сообществ. Повысилась общая эффективность раскрытия киберпреступлений. Кроме того, принятые меры позволили добиться снижения дистанционных краж, мошенничеств, фактов неправомерного доступа к компьютерной информации. Вместе с тем очевидно, что проблема носит комплексный характер. Необходимо скоординировать на этом направлении дальнейшие совместные усилия министерства, иных заинтересованных ведомств и организаций, регуляторов и операторов связи. Ваши поручения, Владимир Владимирович, на этот счет уже все даны. Не менее важной задача – защита экономики. В отчетном периоде нами выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний данной направленности. Во взаимодействии с Федеральной службой безопасности, Федеральным казначейством, Счетной палатой пресекались хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Полицейскими установлено более 3500 преступлений в указанной сфере. Число лиц, привлеченных к ответственности за их совершение, возросло на треть. Следуем принципу неотвратимости наказания.
Увеличилось количество задокументированных проявлений коррупции, включая факты взятничества. На 20% больше выявлено криминальных посягательств, связанных с оборонно-промышленным комплексом. В результате совместных усилий заинтересованных государственных органов и силовых структур размер возмещенного государству ущерба составил почти 20 миллиардов рублей. В июне совместно с Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность представителя коммерческой структуры, который в составе организованной группы пытался вывести за рубеж закупленные в рамках контракта боеприпасы стоимостью свыше 1 миллиарда рублей. Ну ничего не боятся. Продолжено активное сотрудничество с Росфинмониторингом. В частности, задокументирована деятельность более 60 финансовых пирамид и псевдоброкеров. Возбуждено 50 уголовных дел и арестовано имущество на сумму около 700 миллионов рублей. Сотрудниками полиции выявлено 4000 преступлений в налоговой сфере. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Значительная работа проделана по розыску лиц. Установлено 52 тысячи граждан, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Сократился остаток разыскиваемых преступников, совершивших убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, краж автотранспорта. Определено местонахождение порядка 7 тысяч пропавших без вести. Совместно с Федеральной службой безопасности, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и Федеральной службой исполнения наказания осуществляется противодействие организованной преступности. Задокументировано 230 фактов организации преступного сообщества, а это на 1/3 больше аналогичного периода прошлого года. Возбуждены уголовные дела в отношении 39 лиц, занимающих высшее положение в криминальной иерархии. В рамках реализации специальной программы в 2025 году нейтрализована деятельность почти 330 групп, сформированных по этническому принципу. Порядка 1300 фигурантов привлечены к ответственности. Всего же на протяжении последних 5 лет число установленных лиц, совершивших преступления в организованных формах, возросло более чем на 20%. Пресекались деяния, связанные с незаконным оборотом оружия. Органами внутренних дел выявлено свыше 14 тысяч преступлений указанной категории. Изъято порядка 7 тысяч единиц вооружения, в том числе около 5 тысяч огнестрельного, более 300 тысяч боеприпасов, 1,5 тонны взрывчатых веществ. Здесь мы, конечно, видим снижение результативности, причина некомплект. Например, в патрульно-постовой службе некомплект 40%. А это значит, что на улицах отсутствуют наряды, которые могли бы решать данную задачу. Совместно с Роскомнадзором заблокировано 550 сайтов, содержащих сведения о способах самодельного изготовления оружия. Одним из основных направлений остается противодействие наркоугрозе. Полиция выявлена свыше 200 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота выведено около 27 тонн запрещенных и подконтрольных веществ. В прошедшем году нами ликвидировано 150 подпольных лабораторий. Так, в июне задокументирована деятельность преступной организации, занимавшейся контрабандой прекурсоров, изготовлением и распространением наркотиков не менее чем в 11 субъектов Российской Федерации. Установлено 22 лица, изъято свыше 600 килограммов различных веществ и более 1,5 тонн прекурсоров. Незаконное производство было развернуто на базе 8 нарколабораторий. Приоритетно осуществлялось противодействие наркодеяниям в виртуальном пространстве. В прошлом году их выявлено на 17% больше. На четверть возросло количество интернет-ресурсов, к которым ограничен доступ. Совершенствовалась правоприменительная практика. С Верховным судом Российской Федерации выработана единая позиция по вопросу квалификации фактов дистанционного сбыта через тайники-закладки. На 22% увеличилось число вскрытых фактов
легализация наркодоходов. Буквально месяц назад возбуждено уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который несколько лет осуществлял финансовые операции с целью придания видимости законного происхождения 3 миллиардов рублей, полученных в результате преступной деятельности. Меры государственного контроля приняты в отношении 78 новых веществ, поступивших в незаконный оборот. Благодаря комплексным усилиям всех правоохранительных органов на 10% сократилось число наркопотребителей, совершивших противоправные посягательства, и почти на 20% лиц, нарушивших уголовный закон в состоянии наркотического опьянения. Активно развивалось экспертно-криминалистическое обеспечение. В 2025 году увеличилась востребованность экспертиз специальных видов, в частности в сфере экономики, информационных технологий, а также связанных с проявлением терроризма и экстремизма. Наращивались мощности ДНК-лабораторий. Сейчас они действуют в 82 регионах, включая новые субъекты. С начала прошлого года начата государственная геномная регистрация административно арестованных. На учет поставлено более 156 тысяч таких лиц. В результате их проверок установлено свыше 1100 совпадений со следами изъятых с мест нераскрытых преступлений. Работаем над расширением перечня экспертных специальностей. С учетом новых видов исследований их общее число будет доведено до 53. Организовано взаимодействие с Министерством обороны по оказанию помощи в генетических исследованиях. Это касается как обучения коллег, так и предоставления доступа к ведомственным информационным ресурсам. Одна из важнейших задач – оказание государственных услуг. За прошедший год число поступивших заявлений возросло на 6% и составило 100 миллионов, преимущественно в сфере миграции. А для удобства граждан еще 2 госуслуги по линии госавтоинспекции и 5 сервисов, включая 2 миграционных, введены на единый портал. В настоящее время по всем массовым социально значимым государственным услугам Министерства обеспечена возможность подачи заявлений в электронном виде. За 5 лет их количество возросло более чем на 1/3, или 10 миллионов. О ходе и результатах предоставления наиболее востребованных из них реализовано информирование посредством национального мессенджера МАКС. Принимались меры, направленные на предупреждение преступления. Индивидуальной профилактической работой было охвачено 37 тысяч лиц, допустивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Несмотря на большой некомплект участковых, это 25%, сохранен контроль за поднадзорными. На соответствующих учетах органов внутренних дел состоит порядка 100 тысяч граждан данной категории. 2/3 из них в прошедшем году привлечены к административной ответственности. В отношении каждого 5-го возбуждены уголовные дела. В половине случаев за несоблюдение установленных судом ограничений. Большая часть поднадзорных, совершивших криминальное деяние, не имела постоянного источника дохода. В этой связи на законодательном уровне решается вопрос о возложении на таких лиц обязанности трудоустроиться. Комплекс мер, реализованных совместно со всеми субъектами профилактики, привел к снижению на 18% числа тяжких и особо тяжких бытовых преступлений, включая убийство на 19%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 18%. Сейчас прорабатывается механизм предупредительного воздействия для успешной реинтеграции в общество участников специальной военной операции, ранее имевших криминальный опыт. В этих целях месяц назад заключено соглашение с Государственным фондом «Защитники Отечества». Значимым направлением деятельности, требующим комплексного подхода, является противодействие подростковой преступности. Активизирована работа по предупреждению вовлечения совершеннолетних в криминал. Число выявленных нами лиц, совершивших такие деяния, в прошлом году возросло почти на 1/3. С заинтересованными специалистами социального блока реализованы профилактические мероприятия в образовательных организациях.
Состоящие на учетах подростки вовлекаются в общественно полезный досуг. Совместные усилия всех субъектов профилактики позволили на 4% сократить количество подучетных несовершеннолетних, допустивших уголовно наказуемое деяние. Пристальное внимание уделяется подросткам, проявляющих интерес к радикальной идеологии. Только в текущем году нами предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах страны. Поражает возраст правонарушителей. Самому юному 10 лет. Однако мы видим, что проблема такого агрессивного поведения все еще остается и в ряде случаев и приводит к трагедиям. Вопрос безопасности в образовательных организациях комплексный и находится в компетенции целого ряда ведомств. Но нужно понимать, что до того момента, когда несовершеннолетний решился взять в руки оружие, никого не оказалось рядом, кто бы мог помочь ему разрешить его внутренний конфликт. Одной правоохранительной составляющей явно здесь недостаточно. Принимались меры по повышению безопасности дорожного движения, в том числе в рамках нового федерального проекта. Совершенствовалось нормативно-правовое регулирование. В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года Министерство приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций. Тесным взаимодействием с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности. Продолжалась информационная пропаганда безопасного вождения. Проведено более 160 тысяч мероприятий, в том числе свыше 70 тысяч в рамках профилактики детского травматизма на дорогах. В медиапространстве вышло порядка 250 тысяч тематических видеороликов. В сети интернет размещено 730 тысяч материалов. Результатом принимаемых мер стало снижение аварийности. Сократилось количество ДТП, число погибших и пострадавших. Меньше происшествий совершено из-за нарушения правил дорожного движения иностранными гражданами, а также с участием автобусов и такси. В предстоящем периоде необходимо сохранить наступательные усилия в этой работе. Основная цель – дальнейшее повышение безопасности на дорогах страны, развитие взаимодействия с государственными органами, общественными объединениями и организациями, совершенствование нормативно-правовой базы. Особое внимание уделяется вопросам применения новых технологий. В нашу деятельность активно внедряется беспилотная техника, включая сферы выявления и пресечения преступлений, проведение оперативно-поисковых и специальных мероприятий, обеспечение общественного порядка. В прошлом году выполнено более 20 тысяч полетов. С помощью беспилотных воздушных средств установлено 460 криминальных посягательств и 2500 правонарушений, а также 120 без вести пропавших лиц. В правоохранительном сегменте комплекса «Безопасный город» современные технические решения используются для поиска людей, объявленных в розыск. В минувшем периоде обнаружено около 5000 таких лиц. В трети регионов страны системы биометрической видеоаналитики определяют местонахождение граждан, находящихся под административным надзором. В подразделения госавтоинспекции введены в эксплуатацию 530 бортовых аппаратных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков. Они предназначены для выявления транспортных средств, находящихся в розыске, злостных нарушителей правил дорожного движения. В экспертной службе внедряются нейросетевые технологии. С их помощью установлено совпадение следов почти по 1000 преступлений. Вместе с тем, ни одно техническое достижение на данном этапе не может заменить самый ценный ресурс – это ресурс человеческий. По итогам прошедшего года общее количество вакансий составило 212 тысяч. Из них 186,5 тысяч – это аттестованные должности. В первую очередь, это ключевые службы ведомства: патрульно-постовая, уголовный розыск, участковая уполномоченная, следствие, дознание. Наиболее критическая ситуация в районном звене территориальных органов МВД России. Есть райотделы, в которых полностью разукомплектованы отдельные подразделения. Текучесть кадров огромная. С 2020 года ушло 350 тысяч. Личный состав обновился фактически наполовину.
Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тысяч человек, а уволилось 80 тысяч. Делаем все возможное для повышения уровня социальной защищенности сотрудников. Благодаря вашей, Владимир Владимирович, помощи и правительству Российской Федерации в минувшем году ведомству было дополнительно выделено свыше 100 миллиардов рублей. Большая часть направлена на соцобеспечение и поддержку личного состава, проходящего службу в новых субъектах и приграничных с Украиной регионах. Единовременная социальная выплата для приобретения жилья предоставлена почти 1500 семей сотрудников и пенсионеров системы МВД России. Во многих субъектах помощь оказывают местные власти. Должен сказать, что, несмотря на проблемы, нам удалось сохранить обратную связь с населением и доверие граждан к органам внутренних дел. Об этом свидетельствуют данные, проведенные опросов общественного мнения. Хочу поблагодарить весь личный состав за самоотверженную работу. В 2025 году более 1200 наших сотрудников удостоено государственных наград. К сожалению, часть из них посмертна. В завершении выступления также хочу выразить отдельные слова благодарности руководителям органов власти за конструктивное сотрудничество. Товарищ Верховный Главнокомандующий, Министерство внутренних дел Российской Федерации к выполнению всех поставленных вами задач готово. Доклад закончен. Уважаемые товарищи, решение задач, которые стоят перед органами Министерства внутренних дел, практически по всем направлениям, всегда, везде, во все времена было чрезвычайно важным для любой страны. А для нашей страны, для России сегодня с ее бесконечным многообразием и со всем, что происходит на внешнем контуре, важно вдвойне, втройне, приобретает особое общенациональное значение. И по некоторым направлениям вашей деятельности сопоставимо с событиями, которые происходят на линии боевого соприкосновения. Владимир Александрович сейчас только что в начале своего доклада упомянул о том, что при проведении Олимпийских игр в Москве в 1980 году была другая ситуация. Сейчас Москва стала больше, а людей, которые решают стоящие перед ведомством задачи, меньше. Но зато какие люди! Благодарю вас за службу и желаю успехов. Спасибо.